Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро. Расклад Таро для мужчин. Новое знакомство в вашей жизни. Будет ли новое знакомство? Как всегда, настройтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, какое сейчас у вас состояние? Состояние одиночества. Глубочайшее состояние одиночества. Вот работа, знаете, вот живете просто чисто работой. Женщины возле вас пока я не вижу, что вас очень сильно расстраивает. Да, вы можете бравировать там с друзьями где-то, рассказывать, что да, 300 лет они мне нужны, но вот на самом деле вам довольно одиноко. Хотя по жизни, вы знаете, вы очень сильный мужчина. Вы человек, который имеет очень мощный стержень. Вы волевой, может быть, даже в чем-то властный. Вы на работе, может быть, такой довольно, знаете, вот серьезный мужик такой вот настоящий. Но сейчас у вас такая вот ситуация, когда вы не знаете, как жить дальше, да? Как жить без женщины, которую вы очень любили. Потому что до сих пор вы не можете, скорее всего, ее забыть. Вот она не дает вам покоя. Это как какое-то наваждение просто, да. Вот особо даже работа, может быть, вас не спасает, потому что вот эти мысли, они сильнее вас, вот сильнее, от себя не убежишь, да, куда бы мы ни уехали, но мысли все равно вас не покидают, какие-то воспоминания, да, как было, может даже вы анализируете, почему так вышло. Скорее всего, да, проигрывается, что женщина скорее вас предала по дьяволу. Но вот знаете, вот в душе вам бы все равно хотелось бы, чтобы вы были вместе. Вот вы даже, может быть, мечтаете, вот если бы все вернуть, все было бы по-другому. А может быть, я не прав. Может даже, знаете, у кого-то из вас проигрываться, что в чем-то вы даже себя вините, что так произошло. Даже в ее измене, может быть, вы в чем-то себя вините. Может, я ей что-то не додал. Может, я мало уделял внимания. Может, я ласки мало давал, там, либо же помогал не так, как хотела она. Ну, то есть не дает покоя вам вот это, знаете, вот самоедство, что ли. Вот вы можете анализировать, вы можете даже ночами не спать, думая, анализируя это все, сопоставляя какие-то факты, да, вот почему так вышло. Да, вот скорее всего вы до сих пор ее не отпустили. Вот она как была для вас, так и осталась. Потому вы личную жизнь свою пока и не налаживаете, потому что вы, ну никак, вы не настроены на других женщин. Вот что бы вы ни говорили, да, вот вам может хотеться, вот на уровне мыслей, да, вот хочу женщину, хочу знакомство, хочу новые отношения, но внутренне, вот судя по раскладу, но не готовы вы еще к новым отношениям. Просто по той простой причине, что вы не отпустили свою прежнюю женщину. Так, потому что, понимаете, как у вас получается? Вот даже когда вы видите каких-то женщин, да, либо же вот знакомитесь даже, предположим, вы все равно сознательно или подсознательно, но вы вспоминаете свою бывшую и как-то вот, ну вы волей-неволей вы сравниваете. И сравнение все равно в пользу бывшей. Это касается, может быть, всего. Внешности, фигуры, там, я не знаю, манеры общения, цвета глаз, длины волос. Все, что угодно это может быть. То есть вот вы смотрите на женщин, а бывшая все равно лучше может вам казаться. Хотя вы женщин, в принципе, и не знаете, да, вот вы просто смотрите. Да, вот у вас сейчас состояние такое, знаете, апатично-выжидательное.
Вот с одной стороны вы мечтаете, да, чтобы у вас была личная жизнь, там любимая женщина. Вам хочется также, чтобы, знаете, у вас было побольше денег. Возможно, у кого-то из вас сейчас проигрывается либо же уменьшение финансов, может быть, зарплату урезали, либо там работа не очень прибыльная стала. Ну, то есть как-то вам хочется денег побольше иметь. Так. Да, вот сейчас вы весь в грусти, печали и тоске сидите. Давайте-ка посмотрим все равно, пошлет вам судьба новое знакомство или же нет. Так. Вот знаете, самое вот, ну, ближайшее время, пока знакомства я не вижу. Это ближайшее время, да. Вот апатия полная. Это то, о чем я говорила. Карты нам подсказали второй раз. Что вот пока у вас в вашей спине торчат эти ножи, да, грубо говоря, пока вы вот сидите, бездействуете, вы ничего не делаете, ничего не хотите. Вам нужна такая женщина, знаете, чтобы пришла, увидела, победила. Потому что вы сейчас вообще не настроены на женщин. Вот что бы вы мне ни говорили, пока я не вижу. Это самое ближайшее время я посмотрела. Давайте возьмем чуть попозже. Да, вот какой-то первый этап пройдет у вас. Давайте посмотрим дальше. Будет ли у вас дальше знакомство с женщиной? Отшельник, отшельник, друзья, приятели. И тут появляется она. Появляется, ну туда чуть попозже. Появляется новая женщина, которая вот вас зацепит. Вот она чем-то вас, знаете, привлечет. Скорее всего, я думаю, внешностью она вас привлечет. Внешность, фигура, может быть, да. Вот именно эта женщина, которая вот, знаете, вот искра будет какая-то, вот не то чтобы там любовь с первого взгляда, нет. Это будет какая-то, вот знаете, вот такая вот в ней вишенка, замануха такая. Вот женщина с каким-то вот стержнем, какая-то вот она необычная, знаете, вот то ли красота какая-то необычная в ней, ну вот что-то такое, что вас вот зацепит, вот глаз зацепит, да. Вот бывает в толпе идешь, да, много женщин, но почему-то ты можешь вот именно одну выделить, вот чем-то она цепляет вас. Эта женщина тоже вас зацепит. Но, повторяю, это будет туда чуть-чуть попозже. Это будет не так сразу, как вам хотелось бы. Потому что пока вам нужно пересидеть, перестрадать вот период одиночества пока что. А уже чуть подальше туда, вот, да, это женщина, которая, знаете, эта женщина, скорее всего, брюнетка она будет. Женщина, которая долго себя сдерживала от отношений. Женщина, которая в чем-то себя ограничивала долгое время. Знаете, скорее всего, она тоже вот прошла этот период страданий, когда ей не хотелось никого и ничего. Женщина с такой, с нелегкой тоже судьбой. Ее тоже предавали. То есть, понимаете, вы с ней поймете друг друга. Да, у нее была тоже подвешена личная жизнь. Вот в этом вы с ней тоже сойдетесь. Знаете, вот вы найдете общий язык, потому что она прекрасно понимает тоже, что такое предательство, что такое, когда тебя предает самый ближайший человек. Эта женщина зарабатывает и зарабатывает довольно неплохо. Она привыкла вот все тянуть сама. Вот она уже, знаете, по жизни стала сильной, она ни от кого не ждет помощи. Поэтому она ну никак не будет корыстной. Она зарабатывает, она умеет зарабатывать. Ну, то есть это не какая-то содержанка. Женщина, которая такая, знаете, вот она со стержнем, и она умеет постоять за себя. Такой женщиной особо не поуправляешь, веревки не повьешь. С этой женщиной, посмотрите, у нас выпал туз кубков. Это новая любовь, новое начинание, да?
женщина, которая станет важной в вашей жизни, именно важной для вас. Это новая любовь, новые отношения. Вот у нас звезда на дне колоды выпала. Женщину, которую вы не знаете. Это будет совершенно новая женщина в вашей жизни, но которая вот настоящая. Знаете, она вселит какое-то доверие. Вот чем она, может быть, еще вас зацепит? Вот она вселяет доверие. Вот как-то вот вы ей поверите интуитивно. Понимаете? Вот человек, да, она тоже прошла через такой ужасный кризис своей жизни. У нее был тоже очень непростой период с мужчиной. Такой период, когда, знаете, вот, ну, не хочется никого и ничего. Но она вышла из этого победительницей. Женщина очень такая вот справедливая, честная, знаете, вот порядочная. Может быть, знаете, еще женщина, которая, она вот ищет в мужчине именно вот какую-то поддержку, не финансовую, а вот ей хочется, знаете, вот чувствовать себя нужной и любимой. Она очень активная. Она такая вот, знаете, дама страстная, огненная. И она ищет просто сильного мужчину, который будет еще сильнее, чем она. Вот она такая со стержнем. И ей нужен мужчина, с которым вот они пойдут рука об руку вместе. Поэтому вы с ней, в общем-то, споетесь в этом плане. Вы сильный мужчина, и она сильная женщина, но вы сильнее, чем она. Вот, поэтому довольно неплохой тандем у вас получится. Очень неплохие отношения, перспективы. Поэтому, дорогие мужчины, не пропустите свою женщину, свою новую женщину, новое знакомство и новую любовь. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал Вика Таро. Всем пока!